С одной стороны, новый РС по большинству пунктов лучше предыдущей версии. Инженерно интересный мотоцикл, мотор бодрее, куча актуальной электроники, но с другой, где-то по мелочи скроили, где-то непонятная концепция. Как мне кажется, РС держится на нескольких китах. Во-первых, РС очень низкий для объемного спорттуриста. С первого взгляда на табличку может быть непонятным, есть нюансы. Если мы возьмем для примера классические спорттуристы с рядными четверками, там поперек мотоцикла стоит широкий двигатель. Это за собой тянет и более широкую раму, и, соответственно, более широкое сиденье. Уместно добавить, что 1300-е поколение перешло на совершенно новую раму с более узким профилем. На 1300 РС доставать до земли заметно проще, чем на 1250 РС, хотя по высоте седла у них разница небольшая. BMW указывает для мотоциклов не только высоту, но и длину по внутреннему шву ног, которая учитывает и ширину сиденья. На 1300 РС этот параметр совпадает со старой RT с высотой по седлу 805 мм. Плюс у BMW традиционно доступны фирменные опции заниженного сидения. Сколько бы я ни нахваливал SXR, Трейсера или Гуся, объективно для многих людей с низким ростом РС банально удобнее. Во-вторых, РС с карданом. Да, есть нюанс с заменой кардана по регламенту каждые 80 тысяч километров, но это не вопрос для богатого покупателя первого мотоцикла. Проблема возникает на третьем или четвертом владельце, который покупал байк подешевле. Это как у дукатистов необъяснимым образом перед десмосервисом появляется внезапное желание продать мотоцикл и попробовать что-то другое. На спорттуристах редко путешествуют, проблема станет актуальной через много-много лет. На японских аукционах за последний год таких мотоциклов тоже 2%, хотя ранним уже 8 лет. Короче, потомки, если смотрите ролик из 2037 года и собираетесь купить 1300 РС, гляньте, сколько стоит новый кардан. У нас в 2026 году негуманно. А в целом, если выбирать спорттуриста только с карданом, из чего сейчас выбирать-то? Японщина типа GTR или FGR в прошлом, сейчас выбор между BMW и Moto Guzzi. Но с Moto Guzzi сразу попадаешь на риски владения итальянской экзотикой. И в продолжение третий кит — это бренд BMW. Не секрет, что Гусь самый продаваемый крупный мотоцикл на европейском рынке и в целом по миру популярен. Собственно, чего далеко ходить, Piaggio не раскрывает цифры по отдельным брендам, но аналитики считают, что Moto Guzzi продает всех моделей в год на порядок меньше, чем BMW одних гусей. У оппозитной линейки BMW широкая унификация между моделями. Соответственно, с таким масштабом продаж нет проблем ни с сервисом, ни с запчастями, ни с тюнингом в любой более-менее цивилизованной точке мира. Плюс такие объемы гарантируют, что все проблемы уже обсосали по 100 раз. Если взять тот же нюанс с карданами, наверняка к моменту, когда появится спрос, китайцы будут продавать дешевые одноразовые карданы. Если и то, и другое одноразовое, какая разница? Хочешь самостоятельно обслуживать оппозит? Не проблема, YouTube завален роликами, как что-то сделать своими силами. И, соответственно, продать BMW явно проще, чем экзотику. А у Moto Guzzi литровый мотор ставится только на Mandello и Stelvio, которых в России в общей сложности штук 10. Естественно, ни один магазин не будет держать запчасти в наличии под Mandello. На разборках их нет, в сервисах их не знают, информации нет и так далее. Четвертый кит заключается в том, что РС — это не настоящий спорттурист. Мотор там тупо от Гуся, который настраивался только под задачи турендура, никто палец о палец не ударил, чтобы хоть какую-то спортивную настройку сделать. Для меня спорттурист — это что-то захватывающее, дерзкое, пилотажное, чтобы обороты в звон уходили. Иногда прокачусь на какой-нибудь четверке и начинают лезть в голову мысли, что хотелось бы иметь такой мотоцикл в гараже для прохватов по выходным. На РС я не получаю таких эмоций, даже если пытаюсь ехать быстро. Но с другой стороны, гусевский двигатель делает РС практичнее в роли байка на каждый день. Во-первых, на рядных четверках моторы форсированные горячие, в пробках неприятные и поджаривают ноги через одного и постоянно шумят вентилятором. Во-вторых, по умолчанию подразумевается, что спорттуристы оборотистые, и даже если нет проблем с тем, чтобы играться со сцеплением, на всех четырехцилиндровых литровых спорттуристах ощущение, что ты заперт в клетке и удовольствия в тесном трафике нет. Ладно, еще в Москве где-то можно насытиться со светофора, а в среднем городе тоскливо. А гусевский двигатель из больших лучше всех подходит для езды в пробках. На нем нет ощущения, что все слишком медленно ползут. Плюс можно взять версию с роботом в городе вообще без вопросов. Кстати, квикшифтер на РС отвратительно работает, у робота приятнее переключения. А вне города робот в ручном режиме используют как тот же самый квикшифтер.
Правда, стоит сказать, что автоматный РС настроен как на гусе. Боится дойти до высоких оборотов даже в режиме Dynamic, поэтому от автоматических алгоритмов многого не ждите. Если в ретроспективе 1200 и 1250 РС выбирали за дешевизну как полуфабрикат с дальнейшим превращением в туриста. Ставили высокое стекло, руль с проставками и так далее. Посмотрите в объявлениях старой РС, половина как будто из-под цыган. И все равно турист так себе получался, начиная от маленького бака, заканчивая высокими подножками, из-за чего по удобству даже заколхоженный РС далек от гуся и РТ. Но зато и правда дешево. Если посмотреть аукционы, заметно, что старый РС гораздо дешевле ГС тех же лет в том же состоянии. С 1300 не так, на аукционах ГС и РС одного года со схожим пробегом стоят похоже. В салоне РС подешевле, конечно, но не так сильно. Вполне возможно, что года через 3-4 на вторичке у РС цены просядут на данный момент не так. Гипотетически существует базовая версия за 18 тысяч евро с небольшим. У RS Performance, как у меня на тесте, ценник начинается от 22 тысяч евро за механику. Еще 1000 нужно отдать за автомат. И не так, чтобы на мотоцикле за 23 все было. Даже за литий-ионную батарейку нужно доплачивать. У меня к RS всегда была глобальная претензия к самой концепции. Сколько объем не увеличивая, все равно двушки не могут так плавно, но при этом быстро реагировать на изменения положения ручки газа. У больших двухцилиндровых моторов всегда более тракторный грубый отклик, вся магия, что ты едешь в MotoGP, теряется. И даже два цилиндра можно при желании сделать эмоциональнее. Не пилотажный, а звериный характер, типа как на Super Duke GT. Класс объемных спорттуристов по продажам крохотный и большого смысла разрабатывать полноценную модель нет. РС продается в рамках погрешности от продаж гуся, поэтому наивно думать, что при разработке мотора хоть кто-то задумывался, какие эмоции будут на спорттуристе. Уже на РТ эта концепция начинает вызывать вопросы, но там хотя бы комфорт. А РС излишне пытается изобразить из себя спортбайк. На новом поколении драматически занизили клипоны по сравнению со старым относительно сидения, поэтому эргономика боевая. Всегда упираешься на руки, либо напрягаешь спину. Это работает только на быстрых извилистых трассах, где такая эргономика удобная и работает, но большую часть времени страдаешь. И подножки, естественно, задраны наверх. Их еще по сравнению со старым поколением назад отодвинули без шансов сесть так, чтобы не затекали колени. Не просто так классические спорттуристы, где посадка с наклоном, почти вымерли. Это не со мной что-то не так. У меня еще версия Performance с дубовым седлом-ковшом в стиле спортбайков, который оценивать с точки зрения туризма сложно. Performance еще с дополнительными пластиковыми деталями а-ля спорт. Выглядит байк неплохо, гораздо эстетичнее, чем предыдущий RS, если пытаться не обращать внимания на выпирающие цилиндры. И это байк в стоке, как на всех рекламных материалах. Помимо того, что каждый второй RS заколхожен высокими стеклами, которые портят всю пластику, владельцы после покупки сталкиваются с нюансом. Цилиндры не из вибраниума, и любое падение может ударить по кошельку. Что делать? Ставить старые добрые дуги. Если посмотрите на бывалые РСки на стадии второго владельца, они часто в дугах. MotoGP с дугами выглядит противоестественно. Если не всматриваться в цилиндры, в целом байк выглядит спортивно. После хорошего вечера на выходе из бара в свете фонарей РС вполне можно спутать с СРР. И даже когда присаживаешься на него сфоткаться, из-за креветочной посадки он весь такой спортивный, но как только запускаешь, как только трогаешься, понимаешь, что под тобой гусь, только неудобный. Куда ни ткни, торчат уши гуся. Даже раньше было больше индивидуальности. Если совсем вглубь веков лезть, куда-нибудь в поколение 1100-1150, сложно поверить, но BMW даже не ленилась по-разному настраивать моторы. РС был крутильнее и мощнее. Дальше моторы стали унифицированными, причем задолго до Shift-Cam. Но на прошлых поколениях хоть разные тормоза ставили, у спорттуриста одни задачи, у Турундура другие. Сейчас все из одной бочки разливают. Для примера, у Multistrada V4 на разных версиях ставится 3 варианта тормозов, потому что это модели с разным характером под разные задачи, должна быть разная модуляция. При том, что самые простые тормоза и так топовые гражданской линейки. Просто показатель подхода. Мощность и вес у РС увеличились, а передние тормозные диски стали меньше. Я думаю, BMW начала думать об экологии, снижая выработку стали в мире. Другой версии, как так получилось, что на мощном и тяжелом РС тормозные диски меньше, чем на мелком 900XR, у меня нет.
А здоровый турендурный тормозной диск сзади, хотя у РС весь вес спереди и эргономика такая, что всегда упираешься вперед, потому что в торговом центре Формулы X открывается новый мотоэтаж вместо прежнего автомобильного. Теперь все 4 этажа будут с мотоциклами и экипировкой. Сейчас заканчивают последние штрихи, поэтому финальный вид не покажу, но по идее, когда вы смотрите ролик, уже многое открыто. Я говорил об этом в прошлый раз, но что-то мне подсказывает, что обзор немецкого спорттуриста и обзор китайского турендура могут смотреть разные люди. Что нового? Мотосалоны Ducati, Kawasaki и QJ Motor плюс значительное расширение старых. То же самое в экипировке. Новые бутики FXR, Revit, Dragonfly и других марок, а прежние магазины расширяются. Весной в Формуле начнутся уличные мероприятия чуть ли не каждую неделю, с открытых тестов мотоциклов и джимханы до шашлыков и мотокино. Все анонсы выкладываются в ВК и Телеграм-канале Формулы, рекомендую подписаться. Увидимся в Формуле. Возвращаясь к тормозам, даже как бы спортивные опциональные тормоза, как у меня на тесте, по ощущениям ни разу не спортивные. Они неплохие, просто под задачи и особенности мягкого гуся, но на спорттуристе хочется, чтобы кусались. Бак на РС от Naked малюсенького размера, чтобы компоновку не переделывать. Расход вырос, а бак стал даже меньше, чем у прошлого поколения. Даже если считать по мифическому официальному расходу 4,8 литра на 100 км, получится запас хода в 350 км. У меня средний расход получился в районе 6 с копейками, и поверьте, это не предел. Согласитесь, для туристического мотоцикла так себе, когда бака не хватает даже на 300 километров. За что могу сказать спасибо BMW за то, что перестала на RS и Naked ставить телелевер. Здесь стоит нормальная вилка, и это одно из главных достоинств RS. Мне гораздо больше нравится, как работает вилка. Шикарная обратная связь, все четко отрабатывает. Подвеска на 5 баллов. Мало того, что она четкая на асфальте, она еще довольно комфортная на неидеальной дороге. Имея некоторое представление о дубовых подвесках спорттуристов, RS отрабатывает неровности лучше, чем ожидаешь. У подвески 1300R и RS есть секретик – имитация разной жесткости пружин. Как у обычных мотоциклов, любая пружина рассчитана на узкий диапазон веса. Если превысить или занизить этот диапазон, без смены пружин подвеска никогда не будет работать идеально. Да, есть преднатяг, и это важная настройка, но если бы преднатяг регулировал жесткость, так и назвали бы регулировкой жесткости пружины. Основной смысл преднатяга, чтобы люди с разным весом, с пассажиром, с грузом и без, имели одинаковое начальное положение подвески после просаживания и правильную геометрию мотоцикла. Грубо говоря, если подвеска 150 мм, она под любым грузом должна иметь запас хода 100 мм в одном направлении и 50 мм в другом. Преднатягом мы предварительно сжимаем или разжимаем пружину, чтобы поймать эту правильную нейтральную точку. Если этого не делать, груженный мотоцикл будет лежать на брюхе с кривой геометрией, а доступный ход подвески значительно уменьшится. Допустим, что жесткость пружины у нас 10 ньютонов на миллиметр, то есть приложение силы в 10 ньютонов прожмет пружину на 1 мм, и преднатягом это значение не меняется. Точнее, в прогрессивной навивке в разных точках пружины разная жесткость, но фундаментально та же ситуация, просто нелинейная. Если мы приложим силу в 100 ньютонов, пружина пройдет на 10 мм. Легкий мотоциклист и тяжелый, либо с грузом, при любом импульсе создадут разную силу воздействия на пружину. Под тяжелым мотоциклистом стандартная пружина пройдет больший ход даже с правильно выставленным преднатягом. Внизу вилки есть внешний резервуар для вытесненного масла. Когда нужна мягкая пружина, резервуар работает как обычно. Когда нужна жесткая пружина, BMW электронно закрывает клапан резервуара и заполняет вытесняемое масло под пружину, давя на нее снизу через поршень. При сжатии пружины давление идет и сверху, как обычно, и снизу. Это дает эффект более жесткой пружины, то есть подвеска прожимается на меньшее расстояние. В разных источниках указаны разные значения этого эффекта, от 10 до 20%. Если покупать тюнингованные картриджи для вилки, можно выбирать жесткость подвески. Там обычно шаг как раз изменяется на 10%. Если жесткость меняется на 20%, это существенная разница. В общем, подвеской я доволен. Правда, есть нюанс, что на версии Performance ставится отдельная спортивная подвеска. На обычной не ездил, но в презентации говорится, что у спортивной версии более жесткое демпфирование, плюс у такой подвески чуть больше ход и байк приподнят на 1 см. BMW увеличение высоты продает как возможность сильнее наклонять мотоцикл. MotoGP с дугами не забываем. Вообще в Южной Африке идеальные условия для РС, грех жаловаться. Во-первых, в районе Кейптауна сильный ветер, но мотоцикл супер стабильный на трассе. Его с траектории не сдвинешь даже порывами ветра.
Во-вторых, в ЮАР много пустых прямых, а горные трассы в основной массе с пологими ходовыми поворотами, при этом с широченными полосами. Часто скорость ниже 100 не падает даже в апексе. Конечно, в таких условиях я не могу сказать, что мне чего-то там не хватило в рулежке, и по городу я почти не ездил, где мог бы заметить подвох. В ЮАР мне на РС гонять понравилось. На всех остальных мотоциклах, которые я тестировал в Африке, часто выматывал сильный ветер в горах. На остальных мотоциклах я всегда ехал с ожиданием, что за очередным поворотом может швырнуть порывом ветра. РС-ки порывы безразличны, ни на сантиметр не сдвигается, поэтому по факту в моей поездке это единственный байк, на котором я без опаски мог гонять как хочется. На нем приятно ехать 200 за счет стабильности. Вообще, если вы соберетесь взять в ЮАР мотоцикл, я вам настоятельно рекомендую байк с хорошей устойчивостью и ветрозащитой. Вопрос бюджета, но я понимаю, почему здесь почти все группы берут больших гусей. Скажем, для Испании или Португалии я рекомендую что-то легкое и юркое, чтобы наслаждаться узкими серпантинами. Больше не всегда лучше. В ЮАР легкие и высокие байки таскают по трассе. Половину впечатлений испортите, а извилистые дороги ходовые. Не особо важна резкая рулежка. Раз уж начал про Южную Африку, вы просили рассказать о каких-то практичных моментах быта. С перемещением проблем нет, работает недорогой Uber, поэтому если основная цель не ходить по городу, а смотреть красоты на мотоцикле, не обязательно жить в самом Кейптауне. Говорят, байки подворовывают, поэтому отель или квартиру нужно искать с закрытым паркингом. Плюс хорошо бы уточнить у ребят из RSA, в каком районе лучше жить, чтобы не найти себя возле трущоб. Длинных перелетов бояться не стоит, потому что все они на здоровых лайнерах, где совсем другой комфорт. Между сидений расстояние большое, спинки мягче, сильнее наклоняются и так далее. Я летал через Турцию, вообще не устал. Сколько может стоить удовольствие сегодня? Погоди. Давай вот структурированно. Значит, я считаю, что есть два варианта поездок сюда. Первый вариант: в пятницу вечером улетаешь там из Москвы, сюда прилетаешь в субботу берешь мотоцикл, в воскресенье поехал, в следующую субботу или воскресенье утром сдал мотоцикл, улетел в Москву, в понедельник утром прилетел, и вот ты взял, условно говоря, неделю отпуска, и в принципе, если ты не хочешь какие-то там супер-пупер там по 3 дня сафари, яхты, ныряние с акулами и прочее, то вот этого достаточно. Либо второй вариант — это 2 недели. Ну, естественно, 2 недели подряд ездить никто не будет. Где-нибудь в середине ты возьмешь себе ныряние с акулами, какие-нибудь катания на яхтах, экскурсии на винные фермы, сафари. Тут еще в Цицикаме есть тарзанка. И вот это вот все, соответственно, то же самое, только там где-то 12-13 дней. Ну и, соответственно, по стоимости это не в 2 раза больше, это где-то процентов на, наверное, 30 больше. Самое важное, вот просто как своим от души. Первое, на что надо смотреть, это билеты. Потому что они могут стоить конских денег просто ни с чего. Потому что сезон и начинается. Просто за одни билеты выложить там 4 миллиона — это плохо. Ну да, то есть, условно говоря, сейчас я смотрел на февраль 80 тысяч рублей, а на майские 200. Ну, зачем так? Так лучше нам не делать. Вот, то же самое с гостиницами. Когда здесь высокий сезон, сюда прилетает вся Европа, вся Южная Африка едет на юг Южной Африки, и гостиница тоже стоит конских денег. Так, наверное, тоже делать не стоит. Это январь. Ну вот, декабрь, январь, это школьные каникулы. Да. Здесь много такого движа. Февраль, март, апрель — шикарно. А если вот совсем стоит задача сэкономить, но при этом не потерять масштабно, у нас же еще есть условная зима, которая как питерское лето. Будет стоить дешевле? Окей, будет чуть-чуть дождика, но вот такого, чтобы лютого дубака, не будет. Поэтому, как ваш покорный слуга планировал для родни, приезда и так далее, открывается какой-нибудь там авиасейлс, каяк или еще что-то подобное, подписывается на обновление, и дальше вот триггернуло какое-то количество там скидки, прилетело. Здорово, вот в эти даты можно лететь. Я еще добавлю, что помимо того, что с конца декабря до конца января дорого, так еще и жарко. Вы же на мотоцикле, скорее всего, захотите в горы поехать. И если на побережье плюс 27, в горах вполне может быть плюс 35, океан работает как кондиционер. На тесте РС в конце ноября один день была жара до плюс 35, которая больше характерна для конца декабря. На мой взгляд, самый оптимальный вариант либо до декабря, либо начиная с середины февраля, чисто из-за температурного комфорта. Кстати, совет. Если вы прилетели и обнаружили, что слишком жарко, планируйте маршрут вдоль океана, там всегда относительно прохладно. Универсальный совет для любых стран, где есть море или океан.
Напомню, что ссылка на Google карту, где я отметил самые красивые дороги на 5 баллов в окрестностях Кейптауна, есть в описании. Пользуйтесь. И еще у RSA Moto действует скидка 5% с моим промокодом ВОЛК на аренду мотоциклов BMW в ЮАР. Тоже без подвохов. Ребята поставляют гусей многим туристическим компаниям, вы просто напрямую их можете взять немного дешевле. Возвращаясь к РС, если бы я тестировал РС не в ЮАР, а в Испании или где-то в Альпах, я бы периодически подплевывался, потому что бесконечная стабильность этого мотоцикла стоит маневренности. У него широкие колеса, сзади сейчас 190 мм, а не 180, как на 1250. Трейл гораздо длиннее, чем на старых РС, и эта штука весит 245 кг. Бинго факторов стабильности, но юркости это все не добавляет. Раньше у РС трейл был короче, чем у РТ, что логично, спорттурист должен быть резче. Одна из маркетинговых фишек новой 1300 RT – система динамического изменения геометрии. В Dynamic режиме подвеска перестраивается так, чтобы зад был повыше, а трейл поменьше. У 1300 RS такой системы нет, а трейл и колесная база длиннее, чем у RT с выключенной функцией. На сегодняшний день это спорттурист с самым длинным трейлом. Медицинский факт. Кто понимает, тот понимает, фанатикам все равно не докажешь. Сейчас спорттуристы соевыми стали, хорошо пока японцы не сдаются. Я после теста пришел к выводу, каким вижу идеальный сценарий эксплуатации 1300 RS. Если вы живете где-то в Подмосковье или лучше в Германии за городом, то есть при поездке на работу и обратно, мчите по трассе. Наизусть дороги знаете, каждую ямку и камеру, поэтому можете себе позволить действительно быстро летать по трассе. Где-то в тянучке загородной есть активный круиз-контроль, в городе низовой двигатель и робот. Но про какой-то регулярный туризм или жесткий спорт речи нет. Пару раз в год съездить в Сочи и хватит. Заниженный руль и заниженное стекло по сравнению с прошлым поколением точно комфортнее этот мотоцикл не сделали. Кстати, из-за того, что здесь другое крепление руля, в отличие от модели с телеливером, здесь вибрация ощутимее, а упор всегда на руки. На гусе и РТ комфортнее даже в таком аспекте, я уж про эргономику молчу. Чисто как городской байк – сомнительно. Во-первых, с такой эргономикой на низких скоростях всегда нагрузка на руки, а во-вторых, с этой геометрией и весом, перенесенным на переднюю ось, все байки на около нулевых скоростях очень специфично рулятся, такой налитый тяжелый руль. Может, у меня профдеформация, потому что я все время езжу на тур-эндуро и кроссоверах, где из-за нейтральной развесовки руль легкий и мотоцикл послушнее на низких скоростях. Мне на РС в городе не хватает игривости. В общем, я хоть и вижу сферы применения байка, но без относительно высоты я так и не понял, зачем бы я выбрал РС, а не гуся или РТ, который и на трассе лучше, и в городе удобнее. На мой взгляд, РС стал бы резко интереснее, с более вертикальной посадкой ничего бы не потерял. А то у BMW сюр. На SXR и даже на чистом 200-сильном зле MXR удобный высокий руль без игры в клипоны и подножки вперед сдвинуты. Сидишь как человек. А тут на низкооборотистом почти гусе для езды по прямой заставляют скручиваться в креветку. Купите гуся.